Всем привет! Это канал Any Nails. В этом видео я хочу показать вам, как я выполняю такой дизайн лава-лампа на ногтях. Очень эффектно и красиво смотрится, просто завораживает взгляд, интересно это разглядывать. Здесь самое главное это сделать длинные ногти, потому что на коротких такое совершенно не получится. Я взяла гелевые типсы для того, чтобы сделать эти ногти намного быстрее и долго не возиться с ними, иначе я просто устану и не захочу это делать. Так ведь. Я беру гелевые типсы, подбираю их под размер и не забываю про LED фонарик, так как он обязательно нужен. Далее я беру праймер, наношу на ноготочки, которые еще не сделала. Праймер сохнет на воздухе. Далее берем базу, какую-нибудь эластичную базу, и наносим тонкий слой, потому что нам толстый слой здесь совершенно не нужен. Я вот увидела волоски, поэтому убрала волоски, но я убрала не все, потому что, если честно, когда я делаю видео, вообще не вижу, что там на ногтях происходит, поэтому там что-то останется. Ну и ладно, это все будет покрыто цветом, так что не так важно. И далее я наношу базу и делаю все то же самое на указательном пальчике. Тоже сушим полное время 30 секунд, либо 60 секунд, в зависимости от вашей лампы. Далее я протираю внутри гелевые типсы, они уже забавлены внутри заранее, то есть это сделал производитель, поэтому этого делать не нужно. Можно нанести для уверенности праймер, но я наношу вот базу ту же самую, которую наносила на ноготок, и подставляю к ноготочку. Здесь самое важное сделать отступ от кутикулы, иначе будет очень сложно выпиливать лишнюю типсу, и также сделать так, чтобы ваши точки роста закрылись. Вот пока еще не просох полностью материал, я убираю лишнее снизу и сверху, для того, чтобы просто потом это не пилить. И поэтому я вам скажу, что вы можете даже пользоваться просто пилочкой и убрать все лишнее, вот эту ступеньку. Она будет удобно убираться, так как сделан отступ. Также у нас точки роста закрыты, как вы видите, поэтому все замечательно будет держаться, все отлично получится. Здесь нужно убрать только ступеньку и немножко лишнего с краю. То же самое сейчас будем делать с большим пальчиком. И хочу сказать, что гелевые типсы, они добавляют объема. Именно вот такие. Есть у меня гелевые типсы, которые не добавляют объема ногтю, такие, которые на самый краешек крепятся. Но вот это она дает, так скажем, лишний объем. Поэтому сейчас мы будем выходить как-то из этой ситуации и пытаться сделать ногти достаточно тонкие. Как это возможно при таком необычном, таком сложном дизайне, потому что в нем много слоистости. Без этого дизайн не получится таким, какой он есть. Поэтому покажу, как я это все сделала. Я здесь показывала вам сейчас, что есть пустые карманы, их нужно обязательно убрать, иначе будут отслойки, либо, вообще это нехорошо, поэтому нужно это убирать. Можно использовать кукурузку керамическую, либо что-то более тонкое. Возьмите то, что вам удобно. Ну и, как я вам говорила, можно по сути взять пилочку, если у вас больше нечего выпиливать. Все, я беру вот кукурузку, она достаточно не тонкая, поэтому сейчас покажу, как ей легко тоже это все убирается. Вводим мы фрезой только по гелевой типсе, по ноготочку мы стараемся не вводить. И аккуратненько заходим во все углы, убираем лишнее, потому что вот здесь у нас неудобно, переворачиваем ноготок и убираем. Здесь тоже, вот видите, есть карманчик свободный и пустой, мы его убираем обязательно, но не перебарщиваем, иначе мы так всю типсу сотрем, у нас тоже ничего не останется. Самое главное убрать пустоты, и по сути ноготок готов. Я еще, конечно же, после этого пройдусь пилочкой, либо бафиком, и сделаю так, чтобы моя типса была полностью матовая. Мне кажется, так держится намного лучше любой материал, либо гель сверху. Ну, не знаю, как вам, но я так сделала, и, в общем-то, не пожалела, все держалось хорошо. Решилась пройтись фрезой пламя по бокам. Если есть какой-то лишний материал гелевой типсы и пилочка туда не заходит, а вам нужно убрать лишний материал с краев, то обязательно возьмите любую вашу фрезу, допустим, пламя, и уберите лишнее. Вот ноготок чистый, готовый полностью к покрытию. Я беру ту же самую базу и наношу ее в тонкий слой. Очень мало наносим туда материала, старайтесь не переборщить, это нам совершенно не нужно. Мы сейчас просто топим за то, чтобы делать максимально необъемные ногти, потому что такой дизайн очень объемный, поэтому вот прям стараемся нанести достаточно тонко. Почему я нанесла? Так как мы сейчас прямо на этом ноготочке уже начнем делать дизайн. Да, вот просто берем и делаем дизайн. Нам нужна тоненькая кисть, нам нужна достаточно широкая кисть, любая, более толстая, так скажем. Я беру какой-то желтый оттенок, любой возьмите, который у вас есть, и намечаю от самого длинного ногтевого ложа полосочку и иду по всем ногтям
отмечаю эти полосочки примерно той же высоты, как и на ноготочке, у которого самое длинное ногтевое ложе. Мы отмечаем это ногтевое ложе и, в общем-то, сушим в лампе где-то секунд 5. Далее мы рисуем дизайн вот этих вот шариков, которые плавают в этой лава-лампе, то есть жидкости. Она вся имеет округлую форму, никаких угловатостей. У нас не должно быть, все должно быть гладкое, красивое, очень такое кругловатое, поэтому стараемся не делать никаких резких углов. Все делаем очень плавно и красивое. Сушим по 5 секунд, присушивая каждый рисуночек для того, чтобы это все не слилось вместе. И вот таким образом я еще соединяю необычную форму, это когда я рисую один шарик и второй шарик рядом, соединяю их, и получается очень красивая фигурка такая, которая вот-вот сейчас отделится. В общем, если вы не видели лава-лампы, обязательно посмотрите сначала, как они вообще выглядят, в интернете найдите, и только после этого приступайте к этому дизайну, потому что именно вы так сможете понять, как именно эта лава-лампа выглядит, что можно добавить в этом дизайне. Допустим, можно добавить блесток, и тоже будет выглядеть красиво. Я сделала это на всех ногтях, просушила. И сейчас я беру топ и добавляю на свою палитру, потому что сейчас я смешаю топ с оранжевым цветом. Оранжевый должен быть чистый, без черного. Просто это не тень даже, а можно сказать, добавляем какой-то цвет. Но единственный этот цвет должен быть все-таки с одного края. То есть с одного края у нас идет цвет какой-то отличный от желтого. Ну, я выбираю оранжевый, он смотрится намного здесь приятнее. И растушевываем его, можно сказать, на нет. Вот такая вот получается тема, очень красиво смотрится. Для чего я это сделала? Оранжевый цвет для объемности самого рисунка, чтобы эти шарики выглядели объемные и как будто бы они прям 3D-шные, хотя они не имеют сами по себе объем. Далее я беру черный гель-лак и наношу на кончик. Если у вас кисточка от гель-лака скошенная именно под прямым углом, то есть она именно прямая, то очень удобно будет наносить именно ровный четкий край. Я нанесла, просушила полное время и наношу уже верхнюю часть. Нанесла, кстати, не сразу на 2 слоя и потом уже приступила к верху. Верх намного сложнее для новичков будет, но если постараться, то по сути можно нанести и без всяких проблем. Естественно, помогаем себе тоненькой кисточкой. Недавно выпускала видео о том, как наносить гель-лак близко к кутикуле для новичков. В общем, все у вас должно получиться. Я нанесла все на 2 слоя, хотя можно нанести и в 1 слой, но у меня были проплешины, поэтому нанесла в 2 слоя. Далее нам нужно замесить прозрачный гель, достаточно прозрачный, и витраж. Витраж у меня от Lovely, вы можете попробовать другие витражи, тоже должно все хорошо получиться. Также можно попробовать какой-то гель-лак, который имеет полупрозрачную основу. И я беру гель и стараюсь аккуратненько размешивать. Но сильно переживать не стоит, потому что пузырики, которые получатся при размешивании, нам наоборот, можно сказать, нужны. Пузырики дадут интересный эффект, поэтому ничего страшного. Главное, самые большие пузырики лопать, убирать, а мелкие пузыри нам особо не помешают. И для чего я наношу именно с гелем, хотя могла нанести просто витраж именно на это место и сделать еще более тонкий ноготочек. Но дело в том, что я хочу все-таки, чтобы эти ногти держались, я хочу, чтобы они были более жесткие, а гель это как раз и даст. И во-вторых, когда мы делаем какой-то достаточно большой объем именно на рисунке, на вот этих объемных шариках, это даст нам эффект такого аквариума, и он как линза увеличит этот рисунок. И получается, что у нас будет интересный эффект создаваться, как будто это и вправду у нас вот лава-лампы. Так что я сделала именно так, и сделала именно после черного цвета, для того, чтобы он уже был ровный, и в общем-то, потому что нам еще нужно нанести втирку. Втирку мы наносим на топ, топ мы наносим именно на те места, где будет втирка. Можно нанести, конечно, на весь ноготок и потом стереть лишнюю втирку именно посередине, но это достаточно муторно и не всегда можно угадать. Поэтому наношу именно туда, куда буду наносить именно саму втирку. Перед этим, конечно же, с гелем мы снимаем липкость обязательно. Топ мы наносим без липкости любой и вот втираем на него всю втирку. Втирка у вас должна быть серебряная и именно темный серебряный оттенок. Именно тогда он будет выглядеть очень круто. Если это будет светлое серебро, я не знаю, как это будет выглядеть, мне кажется, похуже. Далее, если у вас что-то зашло за
так скажем, пределы втирки, где она должна быть, мы это все убираем салфеточкой аккуратненько. И для того, чтобы нам закрепить втирку, а у меня уже есть видео о том, как закреплять втирку, мы убираем внизу втирку пилочкой и проходимся базой по краю. Сушим это все, и только после этого мы покрываем все топом. После того, как мы покрыли топом, у нас все блестит, все красиво и уже готовые ноготочки. Можно еще покрыть топом снизу, а даже я советую покрыть топом снизу, для того, чтобы типса получилась еще более прозрачная, но это уже на ваше усмотрение. Вот такой дизайн получился. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчики, чтобы не пропускать новые и полезные видео. А еще больше вдохновения вы получите у меня в Инстаграм, также в Телеграм заходите и подписывайтесь. В общем, я вас жду и жду вас под комментариями, как вам такой дизайн, напишите, и обсудим вообще идеи других дизайнов. Может быть, у вас была идея, как сделать этот дизайн лучше. Всем пока-пока!